Всем привет! Наконец-то пришел мой пылесос. Мы его заказали с Медиамаркета. Долго думали, что выбирать. У меня на канале есть видео, где мы ходили с Русланом, выбирали всякие пылесосы. И выбор пал именно на этот, хотя мне предлагали Тинеко, да, фирма вроде была. Мы смотрели и ее, потом рассматривали, какие фирмы, Dream, нам GPT подсказал тоже. Все, в принципе, так-то хорошие модели, мы посмотрели по характеристикам, но чем нам именно вот этот Philips понравился? Вообще, я изначально планировала для сухой уборки один пылесос, второй пылесос для влажной уборки, и долго думали, решили, что будем брать уже, наверное, робот-пылесос, да? Потому что у нас полы почти везде ламинат, и они, получается, от влаги могут набухать, поэтому мы почитали в GPT, сказали, что самая лучшая уборка влажная для ламината — это робот-пылесос. Фирмы все-таки, с фирмой мы еще не определились. Philips мы выбрали почему? Здесь аккумулятор на 60 минут, Тинеко и Dream, а там максимум 45 были модельки. За сколько мы купили этот? 12 200 с чем-то. 12 тысяч лир. Ну, примерно сколько это будет, если 1,7 лира сейчас? Ну, где-то 18 тысяч рублей, наверное, будет. 18-20 тысяч рублей примерно получается, наверное. Хотя больше. Больше, да, 20, ну, как 20, минимум, 20 с да. чем-то. Вот. Представляете, получается на 60 минут, то есть на час хватает. Сейчас объясню тем, кто еще не знает, что такое аккумулятор. То есть здесь не нужно втыкать в розетку, а здесь, получается, заряжаете аккумулятор, вставляете в пылесос, я так понимаю, сама первый раз буду пробовать, и потом на 60 минут хватает. Для уборки вот большой, например, квартиры, у нас 3+1, нам, конечно же, чем больше по времени, тем лучше было, поэтому это выбрали, это первое. Второе что? Второе, то, что другие модели, которые по таким же характеристикам, но у них мощность была меньше, мощность была 450 Вт максимум, а у этого пылесоса мощность 1100 Вт. 1100 Вт и без кабеля. И это очень важно. Поэтому мы все-таки решили остановиться на этом. Кстати, Тинеко фирмы тоже цена такая же. Нет, дороже был. Чуть дороже, да? Да. 12 990. Не, там дороже был. Я помню, что как будто такой же был. Примерно 12 999 я смотрела цена. Там было даже за 6 900 в Хепси Burada Тинеко фирмы. Но мы подумали, что в Хепси Burada лучше не брать, нам нужно именно, чтобы была гарантия, поэтому взяли в Медиамаркет. И мало ли, вдруг в Хепси Burada это подделка какая-то. Так, ну, теперь мне нужна помощь твоя, наверное, или Зачем? Сама справишься? сама справлюсь. А почему он синий? Синий? Ну так мы же любим синий Нет? Нет? Это ты, сюда сядь. Это ты любишь синий цвет, а мне нужен был белый или черный. Там черный цвет вообще-то был. Почему он синий? Там синий показывает. А что, там не было написано, что он синий? Я не помню. Вроде не было, да? Потом еще у этих пылесосов бывает специальная подставка. То есть есть без подставки. Ну, куда ставится, например, вот эта вот сама вот эта штука, палка. Вау, От круто! пылесоса вот так ездит. Короче, очень много насадок. По цвету, конечно, я что-то не угадала. Я думала, либо черный, либо не синий. Ну ладно, из-за этого был желтый. В принципе, вот такая штука. А это что это? Крепится На стену, да, и сюда Ну, вставляется. смотри, А бывает сколько без штука. крепления. Щелочка есть, да. А вот И это вот это. самое главное, Да? вот это вот, я так понимаю, насадка. Вот. Основная вот такая вот идет. Смотрите. Смотрите, какая щетка получилась. Вот. И здесь куча всего. А где, интересно, аккумулятор? Вот. Нет, это, наверное, заряжать. А сам аккумулятор, наверное, вот здесь. Вот это вот, да. То есть получается... самое главное, не сказали, почему мы именно этот пылесос выбрали. Здесь вес. Вес был сколько? Да, он по весу был кило 700. Кило 700. А другие были 3 с чем-то килограмма. Тинеко, Dream, там, даже мы смотрели еще какой-то там фирмы крутой. Xiaomi. Xiaomi, да. Не, она не такая крутая. Короче, Тинеко все были больше 3 килограмм. И поэтому мне самое главное было, чтобы пылесос был сам по себе очень легкий. Вот, потому что до этого мы тоже выбирали именно по этим характеристикам. В общем, получается, вот
Вот мы сейчас его соберем быстренько и дальше покажем, как он А вообще это что функционирует. Давайте попробуем. Тяжеловато, конечно, потому что вот здесь вот аккумулятор. Я не представляю, если больше 3 килограмм весил бы пылесос, как это было бы. Даже это для меня тяжело. Так, включаем. Вау, смотрите, даже есть свет. Слушайте, такой кайф, и звук небольшой, да? Да. Вообще. Хочешь попробовать? Да, я тоже хочу. Обалденно. Вау. Там вот такие штуки работают. Не, оно такое обалденное. Это лучше всего. Здесь мусор не Хочу сказать, кстати, по поводу вот этого, как она, контейнер для мусора, ее можно мыть. То есть раньше, например, если их нельзя было мыть, это было неудобно, сейчас можно быстренько промыть. Так, смотрите, показывает, это сколько процентов, что ли? Да, проценты, 2%. Ну да, Здесь есть плюс, минус. Да. Крутой. Это, кстати, ни в коем случае не реклама Philips'у, просто решили сделать распаковочку на выходных. Как тебе? Удобно? Да. Коробка для детей, для игр. По поводу пылесоса. Хочу сказать, сейчас поставила его на зарядку, пропылесосила везде. Сегодня уже 2-й день после распаковки. Прям, хочу прям сразу поделиться, да, своими впечатлениями. Я, конечно, в шоке над передовыми такими технологиями. Наверное, кто-то будет смеяться надо мной и скажет, это уже давно, ты еще не пробовала робот-пылесос. Да, вот я только пробую пользоваться такими вещами, поэтому хочу сказать, что это для меня прям, какой-то вот прям ноу-хау, новшество. Я прям в восторге. Вот прям хочется пылесосить. Я прям вот сейчас поставила на зарядку и уже жду следующего раза, когда я буду пылесосить. Во-первых, вот этот цвет, да, он показывает, я в шоке, сколько у нас было дома пыли. Он показывает действительно, когда горит, для чего нужен свет. И я еще такая пылесос, что думаю, неужели всегда будет этот цвет, и для чего он нужен? А потом, когда я поняла, что полы подсвечиваются и видно пыль, это такое наслаждение. Я думаю, многие меня поддержат. Прям вот когда ты видишь, что ты проходишь через этой пыли, она всасывается, и чистота остается. Ощущение, даже я сегодня сказала, как будто после мытья полов. После мытья полов такое ощущение было. Еще есть функция у этого пылесоса, когда мы сначала думали, что нужно переключать. На картинке было так написано. Но когда он заходит на ковер, у нас есть ковер тоже, да, в зале, еще у нас и в других комнатах ковры, мы пока их убрали, да, мы зимой ставим ковры, а у сына старшего ковер круглый год стоит, как бы, да, он меняет функцию и начинает уже работать как для ковра, понимаете, то есть автоматом сам распознает и делает вот такую функцию. Далее, то, что вот эта вот головка, она, короче, плавная, да, сейчас вот на зарядке, показать не сложно, вот получается головка, и когда она вот так стоит, да, и когда под мебель, например, под кровать, головка вот так вот дальше тоже так же стоит, то есть регулируется так, что можно просто пылесос опустить вниз и туда под кровать засунуть, и головка будет так, то есть всасывать хорошо. Это тоже для меня очень важно, потому что мне показывали до этого пылесос, который вот в середине, вот здесь вот складывается, там куда ты нажимаешь, и он складывается. То есть
такая функция есть, да, и я такая думаю, блин, а у нас прямой пылесос, и как же я буду вообще под кроватью пылесосить? А оказалось, что вот эта головка, она, видите, как ложится. То есть даже под кровать вот так засовываешь, все всасывает. Идеально. Еще хотела показать сейчас вам, у нас сегодня выходной, бардак, поэтому хочу показать вот эти вот насадки, получается, вот для дивана, да, вот это вот для постельного, ну, то есть для постели, для кровати, да, уже для матраса, можно сказать, да, и вот такая штука для компьютера, для ноутбука. Я еще не успела это все сделать, потому что зарядка села, да, зарядка действительно надолго не хватает, но если бы мы другие модели взяли бы, там было написано 45 минут, здесь 60 минут, наверное, было бы даже быстрее бы закончилось. Почему закончилась зарядка, я не успела это все сделать, потому что у меня дети отбирали этот пылесос, говорили, я хочу, давай, мама, я. И они так, ну, как вы понимаете, да, детей, они долго копошились в одном месте, поэтому, скорее всего, у нас зарядка как бы быстро закончилась. Зарядку берет где-то 5-6 часов. Наверное, вообще на ночь оставлять идеально. Раньше я мучилась вот с этими кабелями, когда я этот пылесос вот так таскала за собой. Ну, у меня был тоже такой же, но с кабелем. Он как бы тоже был легкий. Он был дешевый, фирмы Arçelik. Вот, он у меня поломался. Когда я узнала, что есть сейчас без кабелей, я такая, вау. Но у меня муж говорил, ну, блин, этот типа аккумулятор, его ненадолго хватит. Но это того стоит. Этот минус можно пережить за счет того наслаждения, да, за счет того удовольствия, которое ты получаешь от наслаждения того, что у тебя не тащится за тобой вот этот кабель, то, что надо его выдергивать, обратно куда-то включать. Вот эти вот моменты, они всегда портили. Короче, процесс уборки. Поэтому хочу сказать, я вообще прям счастлива. Функций, кстати, много. Можно, как бы, там разные, короче, моменты есть. Вот, можно долго рассказывать про эти пылесосы. Я, конечно, покупкой очень рада. В общем, вот такая вот небольшая для вас, небольшой такой обзорчик получился. Хочу и вам пожелать таких же хороших покупок. Все-таки такие покупки красят ежедневные ваши будни. Поэтому всем хороших, друзья, покупок. Всех люблю, всех целую. Всем пока!